Доброго дня. Здравствуйте. Як ваша справа? Более-менее. А вы откуда? Я з України. С Киева? Нет? Ніна з Києва. А из какого был? Дніпропетровщина. А, А ви? я из Свердловской области, с Урала. Право. А чому у вас тут написано, що Україна? Так я просто хочется с украинцами пообщаться, узнать, что там на самом деле происходит, как там это самое, какая ситуация. А ви що, не вірите телебаченню? Не вірите в телевидению? Могу говорить на русском, если вам удобнее. Да, на русском удобно. Нет, верить телевизору, это надо информацию брать с разных и источников. Да и Ой, я точно так же считаю. а, Так. ну, что-нибудь слышали про Азовсталь? Как вы считаете, Да. что там это самое произошло? Если честно, про Азовсталь я не слышала очень прям что-то серьезного, но там вроде как обстреляли очень жестко или что-то такое. Нет, А что? это обстрелы, да, то, что батальон Азов, он то ли сдался, то ли... А американские новости говорят, что типа их эвакуировали. В общем, на заводе военных не осталось. Українських. Там дуже багато людей. Ви розумієте українську мову? Не очень, нет. Если можете... Лучше на русском, да? Да. Хорошо. Очень много людей умерло там. Я просто с рождения говорю на украинском, поэтому так. Просто умерло очень много людей, половину как бы оттуда экспортировали. Поэтому так, ну там да, там ужас произошел. Я не понимаю, что вам именно интересно. Нет, давайте так, разберемся. А кто бомбил этот Донбасс в 2014 году? В 2014 году, Да. наверное, украинские войска, я так предполагаю. Украинские войска. А что, вот ну думаете как? А это вообще логично, что страна бомбит свои города? Ну, может быть, они каких-то, не знаю, которые как бы, грубо говоря, были вот одни, кто поддерживал там основную власть, да, которая пришла, а были, которые не согласны. Вот они каких-то вот, которые их не поддерживают. Вот у нас, во-первых, в стране свобода слова, и это очень странно. И почему ее до сих пор не отменили, если так? Это во-первых. А во-вторых, ну вот посмотрите, а почему очень много русскоязычных городов, но именно две области, которые ближе всего с Россией, именно их почему-то, опять же, своя страна начала бомбить, и зачем-то Россия пришла на помощь, когда ее никто не просил. А что ж тогда весь мир против России? Как странно все выходит, если Украина сама себя бьет. Да, бы, наверное, все были бы на стороне России. Да, все хорошо. США на нашей стороне, допустим, если мы... Потому что выгодно России хотят забрать, да, а другие страны. Им-то Россия нафиг не сдалась. Ну, наверное, в этой всей истории каждый свой, ну, грубо говоря, каждая страна какой-то преследует свой шкурный интерес. Ну вот, к примеру, кто-то хочет на оружие денег заработать. Вот как тебе насчет вот такой вариант? Германия хочет на оружие денег заработать. Она продолжает экспорт в Россию, когда все отказались от нее. Ну, вот, Украина чего хочет? По истории всегда Московия всегда нападала первой на Украину. Когда в Украину, в украинские села приходили татары, все прятались. Когда приходили немцы, самые главные фашисты, от них никто не прятался. А когда приходили русские, от них прятали детей и женщин, потому что они издевались над ними и насиловали. Русские всегда были агрессорами. Во всей истории.
Вы можете со мной не спорить. Я в 9 классе, мы это уже прошли. И я отличница. У меня ни одной девятки. Ну, не, ну, Дикий, ну ты слышал, да, как бы? Давайте вспомним нашего министра, который на конгрессе ООН с учебником выступал. Помните, да? Это, думаю, все это дело смотрели. Они это в 9 классе прошли. Все понятно? Вам это понятно? В 9 классе прошли, теперь им рассказали, кто кого бомбит, что все, Вторая мировая война пришла, немцы не стреляли, не убивали, все нормально, как бы фашисты зашли потихонечку, да, как бы. А вот русские, когда пришли, причем русские там и русские, и украинцы были, и кого там только не было в советской армии, но пришли, такая русская традиция, насиловать и убивать. Обязательно, вот мы всегда везде так делаем. Даже, наверное, когда на курорт приезжаем, куда-нибудь в Турцию, на всякий случай узнаем, если там есть украинцы. Я. Да, конечно, это надо было выдумать и не соглашаться с этим, как вот этот, который у нас Чуркин, не Чуркин, как его, который... Или не Бензя, по-моему, да, вот он, по-моему, выступал. И всякими словами его обзывать, что он ни хера не понимает, это какие-то левые учебники, не было такого. Разве могла Украина своим детям такую ересь в школе обучать? А вот, все, как бы, все сошлось. Одно с другим, все. У нее, говорит, даже, говорит, ни одной девятки нету, понимаете? Она не только запрограммирована, она перепрошита, и все это уже тут как бы на правильные рельсы поставлено. Ей и прошивку обновили с последним президентом, причем она от и до все знает. Кто как куда заходил, кто как кого насиловал. Все понятно. У нее даже девяток нету. Все. К сожалению, она, видать, только как бы вот по вот той истории. Надо было, конечно, у нее спросить что-нибудь за Киевскую Русь. К сожалению, она раньше переключилась. Я достаточно тоже неплохо историю знаю. Я бы у нее спросил бы, а что такое за понятие такое Киевская Русь? А как она вообще? Русь может быть киевская, а не украинская. Странно, какие-то слова какие-то не связанные. В смысле Русь? Как она может быть киевской? Украинская, это как-то, ну, это вообще какие-то слова-то как-то рядом не должны валяться. У меня, конечно, девяток не было по истории, потому что у нас пятибалльная система была. Я, может быть, конечно, всего лишь пару олимпиад по истории выиграл, но я бы у нее за историю бы спросил. Даже ту, которую она типа знает.